Надо бы пойти поискать новых семян и удобрений для фермы. Ничего себе! Обалдеть! Я не могу перестать удивляться, что город оставили как будто только вчера. Посмотрим, что здесь есть. О, Прунус. Ха, смотри-ка, Прунус. Ой-ой-ой, дамы и господа, внимание! Не верьте никаким рекламам! В случае глобальной войны никакой бункер вас не спасет! Мы должны сосредоточиться на том, чтобы война между людьми и эльфами не случилась, а не на том, что делать, если война произойдет! Именно это было написано на странице газеты, датированной 2-м Мастосом и, по всей видимости, 137-м годом. Насчет года не уверен. Спросив у программы, какое сегодня число, утка ответила то же самое. 2-е Мастоса! Но, черт возьми, каким образом? Газета не могла быть напечатана. Ведь если верить тому, что происходит на улице, глобальная война уже произошла. Кто напечатал ее день в день и раскидал на улице? Смотрящие, что ли? Ладно, если серьезно, возможно, это газета из другого года. Давайте думать и гадать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Точка невозврата». Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в Точку невозврата, сезон, в котором мы под присмотром. Да-да, под присмотром быстрого истощения запасов еды, отсутствия людей, странной газеты, датированной непонятным числом, а также под присмотром смотрящего. Извиняюсь за тавтологию. Знаете, складывая все то, что нас окружает, а именно бункер, что-то типа радиации, газета, смотрящий, у меня 0 догадок не только о том, что происходит, но и самое главное, что произошло. Я полностью согласен с Ложкой, который сказал: все-таки смотрящий не тот парень, который часто появляется на публике. Даже если публика состоит из меня одного. Старина время никогда не вмешивается в чужие дела, только смотрит. И все-таки сейчас он решил появиться. Почему? Действительно, почему? Давайте скажу прямо. Меня очень смущает, что в газете написаны такие слова, как орки, эльфы, люди, гнолы и так далее. Где я нахожусь-то, черт возьми? Вообще, если вспоминать, что пустошь, где мы с Джоном бежали в конце предыдущего сезона, это место, где время становится пространством, то получается, где бы мы ни оказались в этой пустоши, мы лишь прибежали в другую временную ветку Архея. Но после каких событий мой родной Архей смог превратиться в это? Это вообще будущее или прошлое? В этой что-то типа радиации мог быть виноват я? Непонятно. А вообще я могу просто нести полный бред, и это даже не Архей. Короче, надо просто разбираться, и надо как минимум выживать, потому что, господа и дамы, у нас остается 3 супа. Давай, наверное, один на всякий случай съедим. И все, полная сытость. Запасы заканчиваются, что делать-то? Вообще, как будто очевидно, надо использовать тепличный модуль, который мы сделали в предыдущей серии. Черт, сколько времени я проспал, а? Шея затекла. Не нравится мне эта кровать. И эти звуки. И лампочки, которые опять все время светили в лицо. Надо научиться спать на боку, лицом в стену. Но это, блин, так неудобно. И от звуков совершенно не спасает. Говорят, что плохой сон — первый шаг к сумасшествию. Но это ничего, да? Я же не буду слушать все, что говорят, правильно? Я сам за свою жизнь много чего наговорил. Да. Кажется, разговор с самим собой зашел в тупик. Не очень-то я интересный собеседник, выходит. Надо найти кого-нибудь интересного. Здравствуйте. О, от него холодом веет. Стоп. Так, вот так уже не веет. Тут потеплее. Привет. То есть ты можешь и здесь появиться, да? Ну ладно, что я спрашиваю, это как будто очевидно. У меня это суп есть. Не так много, но, может быть, поделюсь. Вот. Так, ладно, не нравится мне все это, но что ты от меня хочешь-то? О. Да черт, ну у меня же сердце в пятки ушло. Что ты делаешь? То есть, когда я вчера бежал за тобой, рискуя своим костюмом и жизнью, тебе было все равно, да? Тебе нужно было обязательно затащить меня в какую-то аномальную зону, где я чуть не умер. Да я же еле до бункера потом добрался. Ты бы видел, как меня тошнило.
А теперь вот оно! Ты просто появляешься прямо здесь? Передо мной? Ну, так и будешь молчать? Ну, может, хотя бы подмигнешь? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ага. Да хватит же сверлить меня своим взглядом! Я не понимаю, чего ты от меня хочешь, не понимаю! Черт. Спасибо за приятный разговор. Блин, Лолошка, ты что там, с ума сходишь, что ли? Может быть, это был его способ намекнуть, что из меня не худший собеседник. Так, ладно, надо просто пойти прогуляться. Прогулки полезны для ментального здоровья. Да и ресурсы, да. Ресурсы никогда лишними не будут. Уф, ничего. О, стоп! У тебя реально мозги поплыли, чувак! Ой, не нравится мне это, ой, не нравится! Дружище, ментальное здоровье надо сохранить, да и физическое здоровье надо сохранить. А для этого нужно поменьше кричать на смотрящего, окей? Как будто ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя, с другой стороны, смотрящему будто бы плевать. Пока что я не могу утверждать, что до нас что-то пытаются донести, но мозги у нас поплыли, это факт. Опять же, что Лолошка сказал? Прогулки полезны для ментального здоровья. Подожди, это правда? Ну-ка, одеваемся и пойдем попробуем. Давай, пожалуйста, скажи мне, что сейчас мы... Это еще что такое? Дождь? Мне одному кажется, что это дождь какого-то странного цвета. Вероятнее всего одному. Что-то никого я больше здесь рядом не вижу. Стоит ли вообще рисковать и лезть под этот зеленый поток? А что, если он повредит костюм? Ладно, была не была. Попробую. Ой. Так, Тихо, тихо. Тихо, 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 я понял. Заряд быстрее тратится, и появляется какая-то полоска... Что, яда? Ой, блин, ну куда еще больше сложностей? Я и так тут, знаете, еле-еле выживаю. Ух ты. Какая луна красивая. Так, да, уже 82%. Ладно, здесь мы явно не думаем. И вот знаете, что я понял? У меня огромная проблема с сытостью. Типа, когда у меня полоска сытости вот на этом уровне, я уже не могу бегать. То есть вот, смотрите, я пытаюсь, и моего персонажа прям начинает дергать. То есть, если я сейчас съем супчик... Ну-ка. Вот, теперь я могу бегать. Но, блин, у меня последний суп остался. Что делать-то? Где мне взять еду? Перед тем, как появился смотрящий, я начал говорить про тепличный модуль. Высокотехнологичная система гидропоники, позволяющая выращивать сельскохозяйственные культуры. Да, мы это сделали в предыдущей серии, но черт! Нам нужны хотя бы семечки, хотя бы одно семечко. Еще раз немного зарядили костюм, выбрались наружу. И попытка не пытка. Попробуй найти хотя бы какой-то консерв. Так, ладно, я понял. Этот дождь явно необычный. И костюм он точно не нравится. Но, опять же, костюм хотя бы цел. И я цел. Думаю, впрочем, что стоит чуть повременить с прогулкой. Надо вернуться в бункер. Что? Нет, стой, 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 погоди. О, вот ради чего я здесь. Консервированный супчик, немного дерева. И давай еще супчика, хотя бы одного. Все, ладно, раз уж нам сказали идти в бункер, мы попробуем вернуться. Снова привет. Да, вообще, да, хорошо, что погода плохая. Отличная возможность заняться своими делами. Только... С чего бы начать-то? Действительно, с чего? Нам буквально здесь нечего делать. Без ресурсов. Так. А ну-ка, чё это он тут удумал? Ну, кстати, если мы улучшим вот эту зону, то было бы прикольно. Я не против. Так. Впервые за 3 серии начал изучать пространство. Вау! Еще и выучиться на программиста. Не, ладно, это хорошо, что мы понимаем, что наш персонаж как бы хочет изучить это место. А то до этого было не то чтобы понятно. Так, куда? Спать нельзя, нет. Да, звуки мешают, да, лампочки светят. Ну ладно, я понял, что нам пытаются донести. Лолошка сходит с ума. Но он буквально сходит с ума, да, типа... Сейчас, мне кажется, мы увидим, что у него мозги поплыли. На самом деле, одиночество это... Ну, оно правда так и работает, ребят. В одиночестве ты сходишь с ума супер быстро. Если вы 2 дня, например, или 3 дня попробуете без интернета, без какого-то средства связи побыть
ну, вот так вот, в одиночестве, без игр, без компьютера, да, понимаете, вот в этом духе, то вы очень быстро сойдете с ума. Ну, типа, у вас мозги начнут плыть. И нам это очень хорошо сейчас передают. Лолошке нечем заняться. Просто нечем заняться, бедняга. И ресурсов не то чтобы много. О! Ай, да иди ты. А, да ладно, ему уже плевать даже на смотрящего. Наш ложка поплыл. Куда, куда? Там не так много супа оставалось. А, ладно. Я так понимаю, что ты, старина, теперь надолго рядом со мной, да? Это лучше, чем полное одиночество. Ну, знаешь, я даже рад этому. Только не подглядывай, как я сплю. Это стрёмно, реально. Так, я могу подойти? Ну, конечно. Куда? Ты издеваешься? Ой, как мне холодно! Стоп! Тихо, тихо, тихо! Чувак, ты это, вызываешь у меня бурное окоченение. Назову это так. Так, ладно, вот здесь, по крайней мере, тепло. И что у нас в итоге? Лолошка не обзавелся новыми ресурсами. Костюмчик есть, все окей. Ну, что я могу сказать? Поизучали, как говорится, берлогу, в которой в целом пока ничего нет. Ты уж прости, смотрящий, я, наверное, пойду. Попробую все-таки выйти еще раз. Может быть, дождь закончился? О-о-о. Ну ладно, дождь не закончился, но я капец как хочу нафармить ресурсы, поэтому еще раз возвращаемся. Один супчик кушаем, все ненужные вещи убираем. И, наверное, на всякий случай давай кирку возьмем, потому что кирки у меня буквально... А, нет, есть, все окей. На всякий случай возьмем бинты, тоже пригодятся. И вот с таким успехом я сейчас нафармлю побольше супа. Я реально хочу еды. Ну, то есть, до банального, понимаете? Я не пытаюсь выдумать сейчас что-то сверхъестественное. Просто супчик и ничего более. Давай зайдем сюда. Вот в этом домике я точно не был. Привет всем. О, да-да-да, металлы это хорошо. Нехорошо. Отвратительно. Хотя, стоп, погоди-ка. А могу ли я вылавливать геймплейной механикой Майнкрафта из воды рыбу? Например, знаете, где-то у себя в бункере. Как же, черт возьми, стремительно падает заряд костюма. 40% уже. Бумага не надо. Хотя нет, я тут подумал. Возможно, даже надо. Кирку сюда уберем. Все, здесь мы точно были. И да, кстати, я помню этот ящик. И здесь, смотрите, нового ничего не заспавнилось. А теперь, не рискуя костюмом, супер быстро возвращаемся. Где бункер? Вот, здравствуйте. Ой, блин, 30%, как быстро! Так, ладно, я устал. Чем мне заняться-то? Я должен найти кого-то, кто объяснит мне, что здесь произошло. Может быть, дождь закончился? А, что? Я только что там был. И знаете, конечно, по велению сюжета все закончилось. Сейчас обязательно зарядимся. Смотрящий, чё ж ты тут холодишь зону-то, а? Уйди куда-нибудь туда. А, кстати, подожди, вот здесь вода была, я помню. О, и может быть, я сейчас буду как-то добывать пищу. Хотя бы какими-то окольными путями. Давай. Короче, ребят, прошла примерно, я не знаю, уже минута-две. И... буквально ничего! Нет! Это просто жесть, настолько продумано. Воду добавили, а рыбу нет. Ну, то есть убрали скорее. Это прикольно, молодцы. Только получается, и удочка мне не то чтобы нужна. Последний суп пока не съедаем. Костюм дозаряжается. И пойдем посмотрим. Может быть, у нас действительно все, дождь закончился. О, ура! Действительно закончился. Раз, два, три, проверка связи. Ой. Теперь, когда дождь закончился, тут настолько тихо, что, когда молчу, начинает казаться, что я оглох. А вообще, мне начинает казаться, окажись я в каком-нибудь милом и приветливом лесу, было бы проще справляться с... одиночеством. А здесь я смотрю в мертвые глазницы окон, в которых, кажется, еще совсем недавно бурлила жизнь. Смотрю на брошенные машины, вещи, дома. Я чувствую себя так, словно я один во всей вселенной. Во всех вселенных. Я совсем один. А, нет, ты не считаешься, извини. Если совсем честно, то ты только хуже делаешь. Я чувствую, будто с ума схожу, когда ты рядом. Но только потому, что ты вот так вот крипово молчишь. Так, ладно. Надо бы пойти поискать новых семян и удобрений для фермы.
Вроде бы где-то здесь недалеко был какой-то парк, если не ошибаюсь. Парк? Что, ты видел какой-то парк? А куда это? Так, может быть... Нет, я не вижу, чтобы компас показывал. Вижу только на бункер. Но, блин, ночью как-то не совсем найду я, наверное, парк. Если я пойду туда, то там туннель. Если я пойду в эту сторону, то, по-моему, здесь будет уровень радиации 2, правильно? А, нет. Так, уровень 1. Привет, тут есть какой-нибудь парк? Опа, ботанический сад. Что? Я буквально с первого раза пошел туда, куда надо, офигеть. А, да, я здесь был в предыдущей серии, точно. Вот этот медицинский пункт, я его запомнил. Думаю, этот сад то, что мне нужно. Здесь наверняка есть вообще все, что мне может пригодиться. Осталось придумать, как туда залезть. Мог бы сказать я, если бы боялся, что меня поймают за порчу городского имущества. Металлические ворота пригодятся для бункера. А, настолько. Прям настолько. Это, наверное, реально первый сезон, где мне разрешают ломать сюжетные вещи. Ой. Что? Спешка? За что? Ладно, спасибо, я в целом не против. Если мне дают спешку, то я этим буду даже пользоваться. Ничего себе. Обалдеть. Я не могу перестать удивляться, что город оставили как будто только вчера. Даже здесь, в обители природы, все еще чувствуется присутствие цивилизации. Такое чувство, будто здесь пролетел гигантский магнит для живых существ. Растения, дома, дороги, светофоры. Вообще все на месте. Только при этом ни одной живой души. Так, ладно. Надо сосредоточиться на текущих задачах. Пространственные размышления вгоняют меня в тоску. Посмотрим, что здесь есть. Так. Багровая сосна. Пинус вермилиус, азалия, рхотодендрон вилга... Ой, подожди, сундук. Это, наверное, интересно. О, блин, у меня... Что делать-то? Я не подумал, совсем не подумал, что мне надо будет что-то очистить. Так, ладно. Саженец тропического дерева. Далее саженец вишни. Семена шалфея по-любому берем. Далее у нас тут... Малус доместика. Это же... Прунус доместика. Малус прунус. Вообще малус переводится как яблоня. Слива переводится как прунус. Доместика переводится как домашний. Блин. Ребят, вы понимаете, да, что это за слова? Прунус и малус — это слова моего личного измерения. Измерение, в котором я последний раз был... Блин, да я даже не помню когда. Если кто не знает, вот оно вот так вот выглядит. Это такое маленькое-маленькое измерение, в котором ворота и много-много скинта. Скинт, если что, это материя, кристаллы, которые, по сути, создаются из вспышек мироходцев. Я один из мироходцев. Кстати, подожди, я, наверное, что-то пропустил? Здесь ничего. Мешочек. Семена томатов, да, конечно. Новое достижение — урожай дикой природы. Так, яблоня, еще раз прунус. Смотри-ка, прунус. Чего? Да ладно. Неужели я действительно наконец-то смог здесь оказаться? То есть столько времени это не работало? Я не мог сюда попасть? А теперь на тебе и резко сработало? Так, ладно, хорошо, допустим, сначала не работало, потому что я был в параллельной вселенной. Потом не работало, потому что я был в Архее, скрытом от остальных миров завесой. Но... Черт! Я думал, что и сейчас я оказался в Архее. Значит, либо я все-таки оказался где-то в другом месте, либо завеса пала. Если я все еще в Архее, значит, это далекое будущее. Потому что для такого развития нужны многие-многие века. А если я в будущем и завесы здесь нет, то это значит только одно. Отец смог освободиться. Неужели это его рук дело? Так, стоп. Есть лишь одна вещь, которая сейчас меня сильно тревожит. Эта мысль бьется в уголке моего сознания с момента, как я попал сюда. Почему мой костюм продолжает терять заряд, если я, по идее, должен быть в безопасности? Если я правильно помню, это измерение — небольшая проницаемая платформа в пустоте. Попасть сюда могут только те, кого я сюда приглашал. Каким же тогда образом непонятная зараза Архея оказалась и здесь? Так, ладно. Я должен вернуться в бункер. Сейчас только там я могу чувствовать себя спокойно. Эй, что такое? Я, если что, уже ухожу. Ты зря пришел сюда. Малус.
Да, офигеть. Лолошка задает все те вопросы, о которых у меня... Ну, в голове еще даже мысль не сформировалась. Мы действительно в том измерении теряли заряд, как, собственно, и здесь. Догадка о том, что мы все еще находимся в мире Лолошки, то есть в мире Архей, не безосновательно построены, и об этом даже думает сам Лолошка. Но то, что это будущее, и то, что завеса пала... Ох, как это интересно, черт возьми! У меня два варианта. Если мы в Архее, то либо отца каким-то образом победили, либо отец смог поработить завесу, то есть победить эту завесу. Давайте небольшое пояснение, кто такой отец. Отец — это Тадмавриэль, его так зовут. И это главный антагонист и вообще ключевой персонаж сезона Сердце Вселенной. Именно отец когда-то давным-давно, я специально говорю когда-то давным-давно, потому что явно прошло много времени. Так вот, когда-то давным-давно он основал зараженный Скинд. Если говорить еще проще, зараженную магию мироходцев. И что было дальше? Непонятно. Ну, короче говоря, это очень прикольно, что все это переплетается. Пока что я прям в диком восторге, но у меня появилась тонна вопросов, тысячи и тысяч вопросов. На все это мы явно получим ответ в будущем, а пока что... А вот и Малус. Слива и яблоня. До сих пор не понимаю, почему именно эти названия. Однако, пока мой костюм не сел окончательно, мне все же стоит найти удобрения и семена. Да, кстати, точно, Лолошка, ты чертовски прав. Сейчас. Семена шалфея берем. Яблоня какая-нибудь, может быть. Подожди, сундук, может быть, есть? Сундучела? Нет, ничего. Так, здесь. Ага, здесь я оставил металлы, надо будет в будущем вернуться. И вот сюда можно еще пройти. Наверняка тут будет что-то интересное. Во, семена тыквы, да. Спасибо. Семена кукурузы, удобрения для дерева. Ого, благодарю. Все то, что можно сейчас забрать, забираем. Просто у меня огромная проблема с весом. Надо по-любому прокачать, сейчас, вот, выносливость. Повышение уровня увеличивает переносимый вес и запасы сил. Прокачаться, кстати, я думаю, надо будет прямо сейчас. То есть я не буду с этим затягивать. Так, вот это выламываем. О, как же приятно, что я могу ломать сюжетные вещи. И никто мне ничего не скажет. Супер стремительно возвращаемся. 30% заряда. Не, ну ладно, без дождя в целом я долго могу прожить. Какой продуктивный получился день. И подкачался, и полезные штуки нашел. Ладно, кого я обманываю? Единственная полезная вещь, которую я получил, это мое измерение существует. И что там точно так же опасно, как и везде. Надо как-то срочно систематизировать знания, а то голова пухнет от всей этой информации. Да, есть такое. Ой. Что происходит? Ё-моё! Ты что делаешь? Ты хочешь систематизировать знания на доске? Мне так нравится этот сезон уже. Реально, это какой-то прям 10 из 10. Так. Интересно. Я смогу сейчас прочитать, что он напишет? Он же что-то напишет, я правильно понимаю? Так. Прунус работает и заражен. Прунус работает и заражен. Ну да, то, что я не могу находиться в своем собственном измерении без костюма. Логично. Архей без завесы? Будущее? Или это все-таки не Архей? Вот очень крутые вопросы. Блин, мне так это нравится. Это прям 10 из 10. То, как здесь структуризируется вот вся эта информация, это вау. Я хочу похлопать. Давно такого не делал, но это прям реально круто. Этого вот мне, как игроку, вот прям как игроку, не хватало в предыдущих сезонах. Поэтому я понимаю, что вы, возможно, меня сейчас не понимаете, но когда я пытаюсь удержать тонну информации как игрок постоянно и не понимаю, какая из этой информации важна, для меня вот эта вот доска, это, ну, просто вау. Так, а это у нас та самая газета, да? Кстати, она у меня вот она. Вот так я не могу ее прочитать. Ладно, давайте, наверное, тогда мы ее положим куда-нибудь сюда и прочитаем, что написано здесь. Берри Крэдшоу в очередной раз взяла премию лучшей писательницы по версии журнала New Pork Times. Не верьте рекламам, в случае глобальной войны вас не спасет никакой бункер. Да, мы это уже говорили. Походу, вот эта информация очень важна. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы война между людьми и эльфами не случилась, а не на том, что делать, если она произойдет, заявил представитель людей на совещании совета Летго. Вот, кстати, Летго надо тоже запомнить. Окей. Ой, кстати, надо бы, наверное, зарядиться. Что-то совсем забыл, сори. Все еще не нравится то, как у меня мозги плывут. Да, они просели еще сильнее. Давай зайдем сюда. Отлично, восстановились немножко. И после этого заглянем в наш тепличный модуль. Нам нужно вырастить, допустим, томаты.
Так, вода бесконечная, хорошо. Так, давай, выращивайся. Давай. Так, что делать надо, я не понимаю. Что? Как это работает? А, земля нужна, боже. Так земля это не проблема, сейчас все будет. Забираем. Все остальное, наверное, пока убираем. И возвращаемся. Давай, томат, расти. Сюда! Наконец-то у меня появится еда. Слушай, а вот этот суп, его можно создавать? Консервированный суп не создается. Томатный суп. Вот. Сахар — это тростник. Я, по-моему, где-то находил сахар. Да, то есть это можно. Или не находил. Далее, помидоры. Это, наверное, другие томаты. Блин, это не те. То есть томатный суп я все-таки не сделаю. Томаты при этом продолжают расти. Удобрения заканчиваются. То есть это надо еще как-то добавлять. Вот, нашел специальные, и удобрения здесь. Оказывается, можно много чего пихать, в том числе костную муку. Тогда это вообще не проблема. Осталось только проверить, могу ли я вообще это кушать. Так. Оно настолько мало восстанавливает, что даже здесь ничего не отобразилось. Это прям самая слабая сытость в мире. Так, ладно, тогда консервированный суп. Все равно еда у меня появилась. Да, вот видите, даже консервированный суп добавил не то чтобы прям много. А я напомню, здесь сытость x8, а здесь всего лишь половинка. Да, разница прям колоссальная. Мне нужно прям дофигища еды. Короче, все вещи убираем, кирку соединяем, костюмчик надеваем и на улицу выбегаем. Прямо сейчас. Во-первых, нам нужно много-много булыжника. И во-вторых, нам нужно снова вернуться в тот ботанический сад. Приветствую. Мне надо посмотреть, что у вас еще есть интересное. Семена льна. Ладно, я прям все беру. Это у нас зала. Подожди, а может быть она как удобрение? Не? Блин, ну мало ли. О, а тут у нас что-то новенькое. Мангровое дерево, баобаб, семена томатов, хорошо. Да-да-да, это я, наверное, тоже все заберу. Пока я пытаюсь найти хотя бы немного камня, у меня есть еще кое-какая новость. Вот смотрите, у нас сверху радар, да? Мы видим, что там бункер, но, оказывается, можно ставить свои собственные вейпоинты. Нам нужно нажать кнопочку. Да, и смотри, у меня теперь появляется вейпоинт. Только, блин, я несколько создал. Стоп, как удалить? И теперь я могу смотреть, что это за координаты и где эта точка находится. То есть, вот Shift нажимаю, и появляется. Ля, это очень круто. И что-то у меня ощущение, что под ботаническим садом камень я тупо не найду. Короче, до свидания, пойду в другое место. Вот она, моя любимая шахта. Булыжника вроде как больше не осталось. И погнали. Запоминаем, 651 опыт. Далее 4 стака булыжника. Все это объединяется. Получается много плит. И давай-ка еще раз выкинем. Все. И 1123. То есть примерно 500. На самом деле мало. Я думал, будет больше. Да, я надеялся, что будет больше. Но у нас остается еще один стак. Вот так вот. 1259. Ну, окей, на один уровень достаточно. Напомню, я хочу прокачать выносливость. Повышение уровня увеличивает переносимый вес и запас сил. Давай, проверим, как это работает. Погнали! Так. Ну-ка. Наконец-то! У меня появился слотик. У вас слотик один. Наконец-то, блин. Я еще никогда так, наверное, не радовался. Это прям мои самые искренние эмоции сейчас, потому что я так заколебался все это таскать. Окей, но при всем при этом у меня еще и выносливости чуть больше. Типа я теперь могу чуть больше копать и, наверное, даже бегать. А давай, наверное, еще раз прокачаемся. Почему бы и нет? Ща нафармим. Вновь объединяем и получаем 846. Да, на самом деле этого правда мало. Я почему-то раньше думал, что прям дофига летит. Но нет. Мне нужна как минимум железная кирка. Вот тогда, наверное, будет зашибись. Блин, что же я хочу-то? Выносливость, наверное. Запас сил прибавится. И при этом еще один слот добавится. Или сила. Стоп. Сейчас хочу кое-что проверить. Так, как отсюда выбраться? Подожди, где бункер? Как я сюда попал? Я весь свой проход просто загородил, сломал. Все семена забираем. Томаты больше не понадобятся, спасибо. Возвращаемся в бункер, все ставим на зарядку и проверяем. Железная кирка. Она требует сила 12, ловкость 12. То есть сейчас у меня сила 11. Так что да, я, наверное, силу 12 бахну.
повышение. И теперь у меня увеличивается физический урон, то есть драться я с кем-то все-таки буду. И скорость добычи инструментами. Спасибо. Остается только 12 ловкости. О, ты посмотри, у меня эффективность уже 46% показывается. То есть, получается, оно от силы сразу же считается. Удобно, кстати. Из плохих новостей у меня полностью закончился суп. Все. Моя сытость, которая здесь сейчас, это просто трындец. Что делать-то? А где мне еду взять? Не знаю, пойти, наверное, консервы поискать. Да-да-да, я так и сделаю. Пойдем. Итого у нас получается 4 банки супа. Я съедаю одну, вторую, и мы не то чтобы стали богаче. Я думаю, что в будущем я найду еще меньше, потому что с каждым разом, типа, сундуки все меньше и меньше плодородят, понимаете? Они не спавнятся с новыми ресурсами, увы. Надо, наверное, в пределах бункера поменьше прыгать и поменьше бегать. Таким образом, я смогу экономить сытость. А также я постепенно могу на этом заканчивать. Напомню, Архей без завесы? Будущее? Или не Архей вовсе? Над всем этим надо обязательно думать. И также не забываем то, что у нас какая-то сенсация, древний фолиант обнаруженный. Сезон начинается очень задорно, и мне невероятно доставляет удовольствие, что в этот раз он такой объединяющий все и вся. То есть, знаете, не нужно думать спустя десятки серий, типа, а это какая-то единая история или не единая? Тут сразу понятно, да, единая. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, поддержку и подписки. Все то, что я произношу из этих фраз в начале сезона, имеет просто ультра-мега-супер сильное значение, поэтому я надеюсь, вы это не проигнорируете. Во времена сломанных рекомендаций вы легко можете упустить будущую серию, и она просто не попадется вам в рекомендациях, потому что замедление Ютуба, вот оно все ломает. Поэтому ваша подписка — это и вам, и нам, как говорится. Спасибо, опять же, если не пропустили. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Смотрящий, Ботанический сад, Прунус, Малус и очень много вопросов по поводу мира. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.